Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифт, твой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы разберем два инструмента, это карандаш и быстрое рисование. Чтобы сильно не растягивать этот урок, я вкратце напомню еще о двух дополнительных инструментах, которые помогают нам быстро накидать своего рода черновик. Это удобно, если, например, у вас есть графический планшет. Мы можем выбрать инструмент карандаш в обычном режиме. Он у нас позволяет рисовать вот такие вот свободные фигуры и преобразовать их в полноценный контур. Соответственно, если у вас есть планшет, можно прям очень красиво им все обвести. Вот. И когда мы работаем с таким инструментом, я бы очень вам рекомендовал отключить отображение вот этой кривизны, потому что когда много-много таких элементов в окне рабочем, у нас FontLab начинает немножко подтормаживать. Поэтому я их отключаю. Сейчас нам пока это не нужно, мы рисуем черновой рисунок, поэтому создать плавную гладкость нам сейчас в принципе физически не получится, да и в принципе особо не нужно. Поэтому что мы делаем? Выбираем карандаш и вот это вот его при двойном клике, так сказать, дополнительный подменю, можем обрисовать вот эту букву P. Например, я вот так ее обвожу, мышкой рисовать это неудобно, ничего не поделать. Вот так она у нас выглядит. Так себе на самом деле, но это не столь важно. Можем вот это все лишнее удалить. Вот, и также воссоздать. Ну, то есть, когда мы рисуем такие вот геометричные и прямые буквы, наверное, пользоваться этим инструментом абсолютно как бы ненужная затея. Но я вам показываю просто сам инструмент. Чем он еще интересен? Мы можем его включить, и, допустим, если я сейчас вот это вот удалю и включу умный, так сказать, карандаш, он будет контуры давать более какие-то аккуратные, судя по всему. Хотя большой разницы я особо не заметил, может быть, она там действительно где-то есть. Вот. Но так или иначе, он, видимо, удалил лишние какие-то узлы, которые, то есть засоряют контур. Вот. Что мы еще можем здесь сделать? Допустим, я точно так же выбираю инструмент карандаш и могу теперь включить плавность. В чем принципиальное отличие? Вот смотрите, без включения плавности я могу нарисовать вот такую вот фигуру. А если я ее включу, то если я вот так вот буду делать, он все равно будет его стараться сделать более гладким. Как это может быть удобно? Если я хочу обрисовать вот так вот этот полуовал, я вот если карандашом буду рисовать, то у меня получится достаточно корявый, особенно если я отключу Smart Pencil. Так, сейчас это мы удалим. Вот я обрисовываю с выключенным Smart Pencil. У меня получается достаточно такой грубоватый контур. Хотя, в принципе, даже здесь он неплохо выглядит. Но так или иначе, я могу сделать его еще лучше, если я включу вот эту штуку. И теперь я могу двигать медленно, и он будет мне выдавать более такую плавную, более правильную, что ли, фигуру. В общем, когда занимаетесь разработкой каких-нибудь логотипов или какого-нибудь необычного шрифта, такая штука вам очень сильно может помочь. Ну а что мы еще можем сделать? Допустим, могу сейчас сделать вот что, по-быстрому нарисовать эту букву P. Вот я вот так ее нарисовал. Вот, а теперь к существующему контуру, вот он нам прямоугольник сделал, кстати, то есть, видимо, в этом и отличие Smart Pencil от обычного. Теперь, если я включу вот этот режим редактирования существующего контура, я могу к нему сразу дорисовать. То есть, в обычном режиме я, если вот так начну рисовать, он просто создаст новый контур. Мне это не нужно, я хочу редактировать существующий. Включаю карандаш, включаю редактирование существующего контура, и теперь я могу вот так вот рисовать. Оп, видите, он у меня склеился. Если мне не понравилось, как вот эта часть получилась, я могу в этом месте заново все перерисовать. Вот это тоже не понравилось. Начинаю его перерисовывать вот так. В общем, пока меня результат не устроит. Ну и внутри, соответственно, я вот это тоже вот так делаю. Вот это мне не понравилось. Делаю вот так. Вот. Редактируя существующий контур, я могу все сделать как надо. Теперь я вот это поменяю направление, и вот у меня, условно говоря, такая P получилась. В дополнение к разбору карандаша можно взять за пример вот такую картинку. Для того, чтобы нарисовать ее карандашом без каких-либо выравниваний и вот таких упрощений, мышкой будет эта задача такая, непростая. То есть я вот так вот провожу, допустим, по кепке,
и пытаюсь максимально восстановить рисунок. Ну, допустим, вот так сделаем. В целом получается неплохо. Но если мы отключим вот эту настройку, возможно, картинка получится не такая ровная. Но в любом случае вы видите, что в реальном времени, когда я вот так провожу, рисунок контура очень-очень такой дребезжащий получается. И вот настолько вот ломанный он результат дает. Поэтому тут, конечно, так сильно не поработаешь. В общем, как это можно проблему решить? Включаем вот эту умный карандаш и вот это сглаживание. Благодаря ему можно делать более плавные линии, потому что даже если я вот так вот буду идти, он все равно старается сохранить плавность в реальном времени. Конечно, тут надо к нему привыкнуть. Но результат, я думаю, вы видите налицо. Это не то же самое, что я вот так вот пытался нарисовать. Ну, получается достаточно плавная, аккуратная картинка. Но если делать это вместе с планшетом графическим, то вообще будет все очень здорово и красиво. И еще один инструмент, кратко про него расскажу, это инструмент Rapid Tool. Выглядит он вот так, у него тоже есть настройки под меню. Про это все я рассказывал в видео, которое посвящено как раз пену, пенсилу, Rapid Tool и другим инструментам, поэтому пересмотрите это видео. А тут я вам вкратце расскажу, как он работает. Его ключевое отличие от инструмента Pen Tool в том, что он позволяет нам рисовать внутри FontLab, используя PostScript кривые, рисовать своего рода TrueType кривые. Это если так вот грубо говоря. Ну, допустим, я рисую вот так букву P, и мне теперь нужно, чтобы у нас был овал. Я кликаю сюда, зажимаю Alt, и вот так вот рисую букву P. Не столь важно, как она выглядит, важно то, что я теперь могу ее отредактировать. То есть, если мы видим, вот здесь у нас есть классические хендлы, как в обычном PostScript контуре, то если я включаю инструмент Rapid Tool, здесь я уже не могу его редактировать, потому что я его уже, скажем так, обычным контуром отредактировал. Ну, я, в общем, нарисую его заново. Вот, с зажатым альтом. Вы видите здесь вот такие синие хендлы. Это не то же самое, что хендлы, которые у нас вот здесь. Это дополнительные хендлы, которые есть в этом инструменте. И по принципу, как это происходит у нас в TrueType кривых, мы можем эти хендлы вот так вот изменять. И они будут влиять на хендлы, которые у нас есть на основном контуре. Поэтому переключаемся кнопкой 5 на этот инструмент. Мы можем их вот так двигать и добиться более точной плавности, как будто мы работаем с TrueType кривыми. А вот если я возьму контур, немножко здесь что-то вот так подвину, то у меня связка уже с этим инструментом теряется. Но, допустим, я хочу, чтобы у меня этот контур я также мог видоизменять как TrueType кривую. Ну, так я могу его просто конвертировать в TrueType кривую. Я просто с зажатым контуром кликаю рядом с этим контуром, выбираю контур конвертироваться в TrueType кривые. И теперь у меня тоже здесь появились такие хендлы вне кривой, вне узлов. И это своего рода тот же самый эффект. Ну, похожий, скажем так, только это уже прям полноценный TrueType контур. А там мы поверх нашего PostScript контура, у которого есть узел и два хендла, мы сверху еще имели дополнительные виртуальные хендлы. В общем, инструмент интересный, как им пользоваться на практике сказать не могу, я никогда им не пользовался, но в общем примерно понять, как это работает, я думаю, вы сможете по этому моменту. А если что-то не поняли, изучите мануал, ну и пересмотрите это видео. Тут не помню вообще, что я тут рассказывал, но что-то я про него тоже рассказал, так что полезным оно вам будет. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно дорисовать еще букву Q, это вы сделаете сами. Буква U у нас есть, буква B, P, вот это вот, и буква U, вот это. Нам нужно будет к следующему уроку, чтобы они были готовы. Вот. А пока, в принципе, основные инструменты рисования мы с вами разобрали.
Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rare и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.